Корабли — это вам не машины и даже не танки. Здесь нельзя отсидеться в кустах, а масштабы и гигантизм просто зашкаливают. По-настоящему эпичные бои с огромными пушками и смертоносными торпедами ждут тебя только в World of Warships. Покоряй моря и океаны вместе с друзьями, а регистрация по ссылке в описании дает возможность получить крейсер Диана, 3 миллиона кредитов и 5 сотен золота. Всем привет! Наконец-то настало время огромных гигантских топоров. За основу топора Кратоса я решил взять стальную пластину толщиной 26 мм. С такой толщиной было бы сложно справиться болгаркой, поэтому я обратился за помощью к технологиям, а именно вырезал контур топора на плазменном станке с ЧПУ. Из-за большой толщины металла и специфики резки плазмы рез получился нечетким и сильно заваленным с обратной стороны. Ну что ж, без работы болгарка не обойдется, и это кино. Сперва нам нужно сделать спуски лезвия, что опять же при такой толщине не самое легкое задание. И для того, чтобы в процессе работы был некий ориентир, я керном разметил середину толщины нашей заготовки. После этой нехитрой разметки болгаркой с абразивным зачистным кругом я начинаю медленно, но верно делать спуски и как бы затачивать наш топор. Ориентируясь на оригинал, размечаю примерную линию начала спуска. Именно до этой линии и нужно будет стачивать металл. Так как заготовку мы вырезали из цельного листа, то сейчас она не имеет проушины для фиксации на топорище. Ей-то мы сейчас и займемся. Так как наш топор довольно огромный, то и проушину мы будем делать из соответствующей толстостенной трубы. Теперь отрезанный кусок нам нужно сплющить. Я честно не знал, удастся ли мне это сделать без нагрева отрезка в горне, и уже был готов на это. Но нет, после серии мощных ударов железка поддалась мне и приняла нужную мне форму. Теперь, согласно нашему рисунку, который, кстати, распечатан 1 к 1 с будущим топором, нужно нанести разметку под будущие накладки. Это тоже не самая сложная часть проекта, поэтому, отметив контрольные точки формы, болгаркой вырезаем все, что сможем подрезать, а потом напильником или фрезой выравниваем форму. За кадром я вырезал плоскую часть на нашей заготовке и прихватил нашу только что выполненную центральную часть топора. При такой толщине обязательно нужно снять фаски свариваемых деталей, а также, чтобы немного компенсировать нехватку мощности своего сварочного аппарата, я нагрел деталь. Оригинальный топор имеет очень грубую заточку, поэтому при зачистке топора где-то я это делал более усердно, а вот само лезвие прошел лишь слегка, прижимая лепестковый круг, сохраняя все риски и неровности после абразивного зачистного круга. Накладки я буду делать из 2-мм стали. Для удобства и единообразия я сперва вырезал 2 пластины нужных габаритов, сварил их вместе и уже только после этого разметил накладки согласно рисунку и вырезал их болгаркой. Далее, для того, чтобы у нашего топора сделать место под руны, я решил, впрочем, как и всегда в непонятной ситуации, воспользоваться сварочным аппаратом. Для этого размечаю место углублений, тик сварки точечно нагреваю места и импровизированным молотком с приваренным на конце подшипником я проминаю круглые пазы крепления рун.
того, чтобы аккуратно закруглить стороны, я сделал небольшие пропилы в заготовках болгаркой, после чего уже в тисках с помощью молотка закруглил их. А потом уже за кадром я сваркой восстановил целостность деталей. Топор потихоньку приобретает узнаваемый вид. Из такой же 2-мм стали, как и накладки, я сделал треугольные шипы в верхней части топора и приварил их. А также подогнал накладки под места их крепления. Следующей интересной частью нашей работы будет отливка декоративных латунных клепок для топора. Тут, чтобы не ошибиться с размером, я решил делать их наживую, прямо на накладках. Теперь готовые латунные клепки нужно припаять на их законное место. Для этого нужно хорошо прогреть спаиваемые детали и покрыть их флюсом, а после с использованием припоя уже спаять их между собой. Как и в прошлом видео, рисунок на накладках я буду травить с помощью электричества в насыщенном солевом растворе. Но сперва нужно нанести рисунок. И опять же делаем это краской из баллончика, только в этот раз ввиду тонких линий рисунка делаем это с помощью кисти, чтобы не тратить часы на зачистку поверхности иголкой. Чтобы не страдать от травления малыми токами, я снова включил свой сварочный аппарат. Время на травление каждой детали ушло по 5 минут. Только будьте осторожны, повторяя данный процесс, из-за больших токов и реакция идет бурно. В процессе из-за плохого контакта детали с токопроводящим проводом возникают искры, которые в свою очередь воспламеняют пузыри активно выделяющегося водорода.
Для более точного копирования я просто вырезал распечатанный на бумаге рисунок и приклеил его на топор. Так как бумага сильно махрилась и затрудняла восприятие процесса, я легким нажатием обвел рисунок, а после чего убрал бумагу и уже полноценно приступил к гравировке. Топорище мы будем делать из березового бруса. Для этого закрепляем распечатанный рисунок на доске, обводим его и вырезаем. Скруглять брус я взялся лепестковым кругом. Чем грубее круг, тем проще будет это делать. Поэтому я пользовался кругами с зернистостью в 40 и 60 единиц. В идеале бы подошел с зернистостью 25 единиц, но в наличии у меня таких не оказалось.